Если вы думаете, что шикарный торт без муки, без яиц, без молочки, без дрожжей, без всего практически невозможен, то вы ошибаетесь. Это как раз тот вариант, который из нескольких продуктов, которые всегда есть на кухне, за пару минут получается шикарнейший сочный торт, от которого невозможно остановиться, пока не съешь половину. Проверено мной, проверено моими подписчиками. Теперь осталось проверить вам. А готовится он вот так. Настолько простой рецепт, друзья, что просто сразу включайте духовку. Мы быстро все смешаем, и у нас получится шикарный торт. А смешаем мы сразу 1 стакан обычной воды. Смешаем 40 мл масла, подсолнечного масла. Перемешиваем, соединяем. Далее вы берете сок лимона в количестве 2 столовых ложек. Или я беру уксус яблочный. 2 столовые ложки. Можете то, можете то. Лимона у меня нету, поэтому я взял яблочный уксус. А вот теперь соединяем все сухие компоненты. И у нас уже почти все готово. Я беру 6 ложек сахара или 80 грамм. К ним отправляю 40 грамм обычной какао-пудры. Далее щепоточка соли идет, 1/3 чайной ложечки. Далее идет у нас разрыхлитель в количестве 10 грамм. Далее по желанию я добавляю корицу. Вы можете добавлять, можете не добавлять. А вот теперь вы или добавляете стакан муки, или же я беру стакан обычной овсянки, овсяных хлопьев крупных. Можно любую овсянку взять абсолютно. Быстро измельчаю и добавляю в наше тесто. И наша сухая основа уже практически готова. Все, что нам остается, добавить еще ложечку соды. 1 чайная ложечка соды. И теперь просто все это перемешать. Вот так, чтобы какао соединилось хорошенько с остальными ингредиентами. Есть одна хитрость, чтобы этот торт или пирог, напишите в комментариях, это больше торт или пирог, подошел. Надо быстро соединять жидкую и сухую основы и уже помещать в разогретую духовку. Не ждать, а сразу же нести в духовой шкаф. Поэтому я беру форму. В моем случае вот такая вот формочка. Смазываю ее маслицем. Хорошенько. Все края. Вот такая форма для кексов. Диаметр примерно 20 сантиметров. Высота 6-7 сантиметров. Если надо будет более точные размеры моей формы, напишите в комментариях, я вам с удовольствием замеряю более точно. А пока, друзья, интересно ваше мнение. Как насчет вот этих 2 картин? Я не могу решить, какая из них нравится больше. Первая или же вторая? Какая вам картина нравится больше? Жду ваш ответ в комментарии. Все-таки я художник, и мне интересно ваше мнение. Ну и плюс показать вам свои работы. А у нас уже финальная стадия. У нас уже здесь все готово. И теперь я просто соединяю жидкую и сухую основы. И буквально сразу это дело начинает работать. Вы, может, даже сразу видите, как оно начинает бурлить.
Причем, друзья, смотрите, я не всю влагу сразу добавляю, а по чуть-чуть. Чуть-чуть добавил, размешал. И я сейчас вам покажу, какая консистенция теста должна получиться. Сильно жидко нам тоже делать не надо. Поскольку мука у всех будет разная, у кого-то пшеничная, у кого-то овсяная, как в моем случае, она вся по-разному впитывает влагу. Поэтому у меня идет меньше влаги и чуть-чуть остается. Раньше я готовил этот пирог на обычной муке, и у меня уходил полностью весь объем жидкий. Теперь вы видите, овсянка по-другому впитывает влагу. Вот так быстренько все отправляем. Я называю этот торт-пирог буквально минутка. Просто смешать 6 ингредиентов. Вылить все это в противень, в форму точнее, и отправить в духовой шкаф. Кроме того, сейчас надо чуть-чуть размешать, вот так постучать, чтобы вся влага вышла. А теперь отправляем в духовой шкаф. Ну что, испеклось это чудо. Даже не знаю, как его назвать. То ли пирог, то ли торт. И то название хорошо сочетается, красота. Но сейчас мы сделаем гораздо красивее. Я отставляю. И в ход идет у нас пол плитки шоколада. Шоколад у меня и темный, и светлый. Я беру половиночку. Это белый шоколад. Плиточка 85 грамм. Делим напополам. И получается 42 грамма. Мы берем. Чуть-чуть я измельчаю, чтобы сделать красоту на наш тортик. Или же на наш пирог. Даже не знаю, как будет правильнее. Как вы считаете, друзья? Вот в комментариях напишите, это больше торт или больше пирог для вас. Вот так вот измельчил шоколад белый. И у нас будет еще половина черненького шоколада. Шоколад черный я беру горький. Мне больше всего нравится именно горький шоколад, черный. Поэтому он и полезней. И, в общем, с ним работать приятнее. А какой, интересно, шоколад вы предпочитаете? Молочный или же горький? Есть разные мнения, но интересно, к какому классу шоколадолюбителей относитесь вы. Готово. Далее все, что я делаю, это беру емкости, 2 емкости, беру 2 пакетика кулинарные. Вот так вот. Надеваю на чашу от блендера. Можете взять стакан, что вам удобнее. И туда отправляю шоколад. Желательно его не смешать. Беленький есть, черненький отправляется тоже. Готово. И у нас уже половина дела сделана. Я закручиваю. А теперь будет магия украшения. Включаем газ. Я беру емкость. Вы можете взять кастрюльку. Или если у вас микроволновочка, смело отправляйте в микроволновочку. Я же делаю водяную баню для вот таких пакетиков, для белого и черного. Я их кладу прямо в пакетиках и
растворяю. Шоколад растопился буквально за 2 минутки полностью. Причем белый шоколад растопился гораздо быстрее. Я это все отодвигаю. Протираю, чтобы всегда было чистенько, хорошо. И сейчас будет магия по украшению нашего тортика. Или же пирога. Первым в ход у нас пойдет шоколад. Черный шоколад. Небольшое делаю отверстие. И начинаю вот так вот его сейчас поливать. Поливаю и вращаю. Вот такая красота. Чуть-чуть подтащу. Вот так вот. И продолжаем. Очень прекрасное сочетание, как я считаю, вот этого шоколада, белого и черного. Именно вы увидите этот контраст, когда я покрою белым шоколадом, вы скажете: о да, идея шикарная. А эта идея пришла мне с раннего утра, когда я думал, что же мне такое приготовить, чем порадовать моих любимых подписчиков, какой вкусностью. И вот этот простой рецепт, он сам собой родился в голове. Вот так вот. Пусть даже чуть-чуть стекает на поверхность, на которой стоит торт наш, это ничего страшного. Оно даже и симпатичнее выглядит. Хочется, чтобы и боковые стеночки были у нас задействованы. Поэтому я беру весь шоколад, выдавливаю, ценнейший, вкуснейший, на наш пирог или же тортик. Вот буду читать комментарии. И каких комментариев будет больше, такой пирог у нас и будет. А вот теперь будет магия. Я беру белый шоколад и делаю вензеля. Давайте я вам сейчас вот отсюда буду показывать. Так. Это сплошное творчество. Так же, как и писать картины. И тут тоже делаем вензель. Вот так вот. И где не соединилось, я соединяю. Вот тут вот просится, вот тут вот. Хорошо. Теперь я сделаю то же самое, но по внутренней поверхности. Я собираю весь шоколад, который у нас остался, и делаю внутренности. Вот так вот. Не спеша. Так.
И вот такую змейку пустим. Вы пока, друзья, можете поставить лайк, написать комментарий, как вам на этом этапе нравится украшение торта. И сейчас я еще сделаю вот такие вот фрагментики. Симпатичные кружочки. Так. Оп. Прекрасно. И теперь еще пустим полосочки. Не знаю, как у вас, у меня уже, друзья, так слюна идет. Так не терпится его попробовать. Вы бы знали. И еще вот здесь вот сделаем полосочки. Точнее, кружочки просятся. Вот так. Сюда. Сюда. Настолько просто он делается. Я в восторге. И еще вот такой вензель сделаем. Чуть-чуть соберу опять шоколад оставшийся. И буквально финальные штрихи. Вот такая красота. Бобочки сделаем. Мне кажется, шоколад в этом торте вообще не будет лишний. Чем больше, тем лучше. Так. И чуть-чуть вот такие вот штучки. А как вы считаете, друзья, лучше с белым шоколадом или просто оставить с черным и белым уже не делать, как я сейчас делаю? Интересно вот ваше мнение, как вот аппетитнее будет смотреться. Вот такой ежик. Это еще не все. И у нас остались финальные штрихи. А именно я взял замороженную ягоду, а именно малинку замороженную, и кладу на наш тортик. Она уже размораживается, уже размерзлась практически. И делаем вот такую красоту. Так. И это почти финиш. И у нас осталось украшение миндалем. Вот так вот.
Прекрасно. Друзья, мне кажется, этот рецепт точно заслуживает вашего лайка. Уж более он простой, быстро делается из простых ингредиентов, без муки, без молочки, без яиц. Считайте, на воде. Пирог из воды. Вот оно. Ура! А буквально через считанные мгновения мы попробуем это произведение искусства. Он настолько вкусный, ну в общем, сейчас вы все сами увидите. Друзья, это просто невыносимо, как это вкусно. Я даже ем, я признаюсь честно, прямо с этой вот штуки. Забыл, как она называется. Просто не могу удержаться. Настолько нежный вкус, настолько она вкусная, что просто шикарно. Для приличия возьму такую вот штуку. Но просто невыносимо вкусно. Воздушная. Как это вкусно. Вкус нежный. Приятный, не сладкий. Оно просто разваливается. Крайне рекомендую, друзья. Такой вкус. Держите меня, семеро. Невозможно остановиться, друзья. Просто шикарно. Очень вкусно. Вот хочу остановиться, а вот не могу остановиться. Наверное, надо делать гораздо больше. И нож облизать — это просто святое, как по мне.